Всем привет, меня зовут Юра, вы на канале Шикаяма, и мы сегодня приступаем к готовке крема. Крем у нас будет Шарлот, это, кто не знает, это крем на основе сливочного масла, там много сливочного масла, и плюс к нему мы должны подготовить своего рода сироп, сироп на основе молока, загустителем у нас будет желток, в общем, ингредиенты, вот они тут перед вами. 300 граммов молока, желток. 4 желтка. Здесь у нас сгущенное молоко, 100 граммов сгущенного молока. И сахар, где-то 150 граммов сахара. Не пугайтесь, что вам кажется, что это очень сладко, очень много сахара. Учтите, что сюда идет еще 400 граммов сливочного масла. Но это уже потом, в конце. Итак, как мы это делаем? Все очень-очень просто. Мы берем молоко. В молоко мы добавляем сразу же желтки и перемешиваем. Хорошенечко все перемешаем. Теперь мы можем добавить сюда сгущенное молоко. Можете добавить вареное сгущенное молоко, тоже будет очень клево. Можете вообще обойтись без сгущенного молока, все просто взять с сахаром. Но по классике там нужен ванилин. Где, как не в сгущенном молоке, нам взять ванилин. Итак, перемешиваем. Теперь сгущенное молоко. Ну и в самом-самом конце мы добавляем сюда сахар. Теперь мы должны это поставить на огонь. И постоянно помешивая, мы его нагреваем до температуры не ниже 85, но не выше 95 градусов. То есть в этом балансе между очень горячим сиропом и закипевшим сиропом мы должны балансировать где-то порядка 5 минут. То есть мы сейчас, смотрите, как мы делаем. Мы берем все, и вот постоянно помешивая. Сначала у нас максимальный огонь. Как только у нас начнет активно подниматься пар, мы скинем наш огонь. И будем на медленном огне, постоянно балансируя между закипанием, варить порядка 5 минут. Вот вы видите, наша масса уже густеет. Вот мы сейчас как раз температура очень близкая, где-то к 90 градусам. Почему важно не давать закипать всей этой истории? Потому что как только закипят наши желтки вместе с нашим молоком и всем остальным, тут же вся эта масса начнет сильно-сильно пахнуть желтками, яичницей. И это отразится на креме, очень сильно отразится. Никакими способами загасить этот аромат восхитительный завтрака у вас не получится. Жареные орехи в бисквите, в коржах, коньяк, какао, все это приглушает вот этот аромат желтка. Но я сторонник того, чтобы все было безупречно вкусно, и поэтому советую вам делать как я, не доводить до кипения эту массу. Ну вот, в общем, прошло время, прошло где-то, наверное, 3, может, 3,5 минутки. Вот смотрите, какой консистенции становится вся эта масса. Она уплотнилась, но не скомковалась, что очень важно. Теперь мы должны ее пропустить через сито. Для чего это делается? Я вам сейчас покажу. Конечно же, отделить желток без вкрапления белка практически невозможно. Эти кусочки белка, как если вы знаете, они сворачиваются при температуре 70 градусов. И они могут просто остаться в нашей заварочке в виде комков. Вот они, видно, да? Все. Теперь мы должны это закрыть пленкой в контакт, обязательно в контакт. И убираем до полного остывания, час пускай стоят. Сироп на крем Шарлот готов. Теперь мы приступим к самому крему. Здесь все предельно просто. Мы берем масло, хорошее сливочное масло. Вот у меня тут есть. У меня как раз пачка 400 граммов. Я поэтому всю рецептуру рассчитывал на 400 граммов этого масла. Мы берем масло. Оно у меня полежало примерно час или полтора в тепле. Поэтому видите, оно какое мягкое. Мы взбиваем это масло прежде всего. Также нам понадобится, забыл сказать, какао. Здесь у меня 20 граммов какао, но возьму я не весь. Но если вы хотите весь крем сделать
коричневым, как и полагается киевскому, то используйте все 20 граммов. Я хочу часть крема оставить белой, ну, чтобы можно было украсить торт. Поэтому я не все какао возьму, часть не какую-то оставлю. Не знаю какую. На глаз буду делать. И начинаем взбивать. Пышную массу такую. Поэтому возьмите, запаситесь терпением, не надо никуда торопиться. Масло должно стать воздушным, светлым, пышным. Итак, масло у нас взбилось. Вот вы можете посмотреть, сейчас я вам поближе покажу. Вот получается вот такая вот пышная, воздушная. Видите, как посветлело, увеличилось в объеме. Теперь мы начинаем в наш крем добавлять нашу заварку, как ее называют у нас, и сироп для крема шарлотт, как его называют во всем мире. Добавляем потихонечку. В общем, наша задача постепенно в этот крем добавлять нашу заварку, избегая больших порций, потому что здесь влага, там масло, это все может легко расслоиться. И в то же время мы не можем добавлять это слишком медленно, слишком долго, потому что, насыщая все это воздухом, мы опять-таки можем спровоцировать расслоение всей нашей массы. Поэтому мы добавляем умеренными партиями. Ждем, пока все это соединится. И как только наш крем стал однородным, мы можем добавлять следующую партию. Вот готов наш крем. Вот он получается такой вот воздушный. Если вы ищете крем для того, чтобы отделать по краям торт, выровнять торт, вот этот крем то, что вам надо. Но мы с ним еще не закончили. Мы сейчас просто должны взять отсюда некую часть. Я думаю, что вот этого количества нам хватит. А и с этим мы соберем торт. Самое главное, вот эту часть крема не убирайте в холодильник, а то иначе вы не сможете с ней ничего сделать. В оставшийся крем мы с вами должны добавить какао. Вот примерно вот столько какао, я думаю, мы оставим. Остальное все пойдет в крем. Вот эти вот кусочки бы не растворились и оставили бы нам твердые частицы в креме. Вот было бы обидно. Кстати, если вы хотите добавить алкоголь, то сейчас самое время добавить в крем алкоголь. И еще раз аккуратненько перемешаем весь наш крем. Вот получился наш шоколадный крем, которым мы будем прослаивать торт. У нас есть белый крем, которым мы будем наш торт декорировать. На самом деле украшайте как хотите, какая у вас есть фантазия. Вовсе не обязательно стремиться сделать его так, как я, или так, как его делали в свое время сабдеповские кондитеры. Мы будем его аккуратненько, такой вот волной, толстая волна. Вот и все. Я надеюсь, вам понравилось. Вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии, нажимать на колокольчик. И до скорых встреч. Пока-пока.